В небольшой деревне жила бабушка. Пожилая женщина жила совсем одна, даже соседей в деревушке было немного, ведь здесь сохранилось немногим больше десятка домов. Жизнь в деревне была сложной, печи по старинке топили дровами, на заготовку которых в теплое время года местные отправлялись в лес. Летом бабушка также ежедневно отправлялась в лес за хворостом, чтобы зимой было чем отапливать дом. В этот день женщина по своему обыкновению отправилась в лес, она остановилась у сухого дерева и стала обламывать ветки, чтобы собрать вязанку хвороста. В какой-то момент бабушка услышала жалобный плач. Она пошла в сторону звука и вскоре нашла волчонка, лапа которого застряла в капкане. Бабушка решила помочь волчонку, она вытащила его лапу из капкана и вернулась к дереву, чтобы дальше собирать хворост. Волчонок не стал убегать в лес, вместо этого, прихрамывая, малыш отправился за своей спасительницей. Собираясь домой, бабушка забрала малыша с собой. Бабушка покормила волчонка и обработала ему поврежденную лапу. 2 месяца волчонок прожил в доме у бабушки, оправляясь от своей травмы. Хотя женщина и была рада компании волчонка, она понимала, что его место не с ней, а в лесу, поэтому, когда ее подопечный полностью оправился, она отнесла его туда, где они впервые встретились. Через 2 года бабушка отправилась в лес посреди зимы. Она планировала набрать немного хвороста и быстро вернуться домой, но в лесу женщине стало плохо, она без сознания упала на землю. Когда бабушка пришла в себя, она увидела собаку и пару щенков, которые лежали рядом с ней, пытаясь согреть ее теплом своего тела. Приглядевшись внимательнее, бабушка поняла, что это вовсе не собака, а волчица с малышами. От страха бабушка начала кричать, но животные не стали на нее нападать, наоборот, они спокойно встали и ушли вглубь леса. Заметив, что волчица немного прихрамывает, женщина все поняла, ее маленький волчонок вырос и пришел ей на помощь. Даже став взрослее, хищник не забыл, чем он обязан старой женщине, и смог отблагодарить, спася ее от смерти от переохлаждения. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.